Ребята, всем привет! Я Даша Моделист и добро пожаловать обратно на мой канал. И сегодня я покажу, как я сделала ЗИЛ из вселенной Метро, дальнобойщик из мира апокалипсиса. Итак, поехали! Итак, начнем с обзора коробок. Для этого проекта мне понадобится две коробки. Это ЗИЛ и контейнер. Ну, начнем с ЗИЛка Т7. Это 131-й армейский грузовичок с кунгом. Сразу скажу, что кунг я использовать не буду. Так, коробка, открывайся. Бум. Так, инструкция. У i7 она всегда шикарная в плане понятности всех шагов, мелком дроблении на этапы, что, я повторюсь, мне это очень нравится. Намного убыстряет процесс сборки на самом деле. Вот. Все легко и просто. Вот. У нас грузовик армейский. Значит, тут и окраска будет довольно-таки простая. Просто зеленый цвет, и разница только в декалях для разных стран. Так, и сами детали. Нет, подождите. Давайте посмотрим на декаль. Вот такая она красочная для разных стран: Германии, ГДР, России и Советского Союза, Украины. В общем, интересно. Интересно, красиво. И у них очень всегда хорошее качество. Но с ними надо быть очень аккуратными, потому что они очень тонкие. То есть права на ошибку не дают. Так, и детали. Значит, здесь еще... Давайте с резиновых колес начнем. Вот так они выглядят. Просто колеса, без каких-либо излишеств, с литьевым швом посередине. И плюс мне не очень нравится, что они слишком блестящие. Ну, будем решать эти проблемы во время сборки. Так, и литники. Тут их не так много. Использовать я буду не все. Ну, что тут показать? Вот все детали. Да, я очень люблю показывать выштамповку ЗИЛ. Здесь она очень объемная и красивая для выхлопных систем, и не только. Вот, крепление запаски. В общем, все очень красиво, четко и с хорошей детализацией. i7 в этом плане молодцы. Вот, видите, какой тонкий руль. Тут даже есть элементы декора, так сказать. Вот. И решеточки даже наравне с фотоотравленными. Супер! Вот, посмотрите, какие классные рессоры с очень мелким рисунком. Не то, что у АУВД, например. У АУВД и масштаб другой. Но все равно. Ну и кунг я использовать, конечно, не буду в этом проекте, но вы увидите эти детали в одном из следующих видео. Что вот. С ЗИЛом закончили. Давайте перейдем ко второй коробочке. Ну, есть тут еще один литник со стеклянными деталями. Но тут, я думаю, что его смотреть. Вот. Вторая коробка — это контейнер от Трумпетера.
Ну, не дешевая модель, но и при этом она очень простая. Тут ничего сложного. Собери кубик, так сказать, из 4 деталей. Единственное, тут, наверное, усложнение этого куба будет замочек. Вот, видно. И все. 4 шага и готово. Кстати, заметьте, тут очень богатая декаль, которая показывает, что этот контейнер относится к транспортной компании Китая. Вот, и сами детали. Тут мне уже понадобятся ножницы. Собственно, все детали. Кстати, они очень толстые. Толстые, объемные. Ну, по-моему, супер. Так, пока здесь полежит. Так. Ну и литник с замком. Вот пару крючочков и готово. Да, и тут боковые. Все бы модели так собирались на самом деле. Тоже все четко, красиво, гладко. Даже пластик такой слегка шероховатый. Вот. И декаль. Ой, тоже в пакете. Вот. Не берегут природу китайские производители. Ну, кстати, тоже очень хорошего качества. Даже не знаю, буду ли я ее использовать или нет, так как планирую сделать такой постапокалиптичный узелок. Так, приступаем к сборке. Начала я со сборки шасси. Тут для меня не было ничего нового. Такое же шасси я собрала для пожарного ЗИЛка. Кстати, видео со сборкой ЗИЛ-131 АЦ-40 есть на канале. Далее я собрала кабину. Стыковка деталей у модели отличная. На таких моделях я отдыхаю от более сложных ее собратьев. Теперь один из самых интересных моментов. Я сейчас буду пилить контейнер. В качестве режущего инструмента я возьму дремель от мачете. Пластик у контейнера очень толстый, поэтому обрезка займет много времени. Да, в качестве референса я взяла модель от другого моделиста с канала Skeleton. Там он делал на базе Урала кемпер для путешествий, а у меня чисто грузовая машина на базе 131 ЗИЛа. Я также на своей модели делаю полочку, так как целый контейнер плохо смотрится на грузовике. Суперточность при такой обрезке соблюдать не нужно, так как такой тюнинг выполнялся в мире постапокалипсиса и думаю, что не самым квалифицированным персоналом. Настало время грунтовки. Шасси я буду грунтовать черным грунтом от фирмы Pacific. После этого дополнительно выкрашивать шасси в черный цвет я не буду. Обратите внимание на проставки на задней части шасси. Я их сделала, чтобы контейнер более органично крепился к шасси. В качестве проставок я использовала элементы рамы, которые остались после сборки грузовика. Зачем-то фирма ICM кладет детали на 2 рамы. Ну что ж, я нашла им применение. Также черным грунтом покрою кабину. Черный грунт будет также выступать в роли прешейдинга. Темно-зеленым цветом от Pacific покрашу основной цвет у кабины. Поскольку я нанесла черный грунт, то тени формируются степенью его закраски, то есть где больше базового цвета, там меньше тени. Мой ЗИЛ из вселенной метро, из чуть более поздних событий, чем описаны в книгах. Продовольствие, боеприпасы и промышленные товары в московском метро на исходе. Ушлые дельцы из группировки Ганза отправляются в русскую глубинку в поисках товаров. Находят уцелевшие склады, либо же просто скупают у деревенских жителей продукты. Этакая автолавка, но наоборот. Такой грузовик приезжает в центр деревни, громко сигналит, и жители деревни бегут к этому грузовику в надежде продать муку, яйца, молоко, текстиль и прочие товары, которые сами произведут, или же просто найдут на просторах постапокалиптической России. Добавляю в базовый зеленый цвет желтую краску, и на выступающих поверхностях я наношу получившийся цвет. Займусь окраской контейнера. Так же, как и остальной грузовик, я тоже покрою его черным грунтом.
После грунтовки покрою контейнер ржавой краской. Да, я буду применять на нем технику лака для волос. То есть я буду красить модель как бы наизнанку. Вначале ржавый слой, потом лак для волос, потом основной цвет, а затем уже буду обдирать базовый слой краски. Потом прямо из баллончика наношу лак для волос. Тут подойдет любой лак для волос, главное, чтобы в нем не было блесток. После того, как лак высох, наношу базовый синий цвет. Это акрил, и вы уже догадались, от какой он фирмы. Почему именно на этой машине колесят торговцы из Ганзы? Во-первых, 131-х ЗИЛов осталось очень много на разнообразных базах хранения бывшего Министерства обороны. Таким образом, проблемы с запчастями для таких грузовиков будут минимальны. Во-вторых, это очень проходимый грузовик. После атомной войны дороги будут не в лучшей кондиции. Полный привод тут пригодится. Да и в поле такую машинку довольно легко починить. А после высыхания синего цвета начинаю обдирание краски. Смачиваю водой поверхность контейнера и жесткой кистью из щетины обдираю базовый слой до ржавчины. Я как-то смотрела ролик про жизнь в Сомали, и там было заметно много грузовиков с контейнерами вместо кузова. Думаю, что после событий в книге весь мир превратится в одно сплошное Сомали, так что такой ЗИЛ там будет очень даже кстати. В установке металлического контейнера вместо кузова есть несколько причин. Первое, за 40 лет деревянный кузов мог изгнить, а металлический контейнер должен был остаться. Плюс у металлического контейнера больший объем. Чтобы вместить больше, может быть, не самого тяжелого, но много занимающего место груза. Кстати, такой наборчик с ЗИЛом от ICM можно купить в магазине «Модельная лавка», а по промокоду Даша будет скидка в 10%. Все ссылочки в описании. А пока я буду работать над грузовиком, я буду вам рассказывать о группировке Ганзы из вселенной метро. Ганза – крупнейшее государство московского метрополитена, по своим повадкам приближенное к Западу, является самым богатым и одним из самых влиятельных. Это то место, где общественный транспорт, водопровод и электрическое освещение широко распространены. Живет в основном за счет торговли и взимания пошлин с торговцев, желающих пересечь кольцо. Потом приклеиваю граффити в виде декалей от Green Stuff World, призывающего убивать мутантов. Такая социальная реклама на борту автолавки, на английском. А на другом краю граффити No Hope, то есть безнадежность. По бортам контейнера напишу белым цветом название группировки, которой принадлежит грузовик. И делаю я это нарочно не очень аккуратно. Изначально Ганза не была единой. Станции на кольцевой линии образовывали небольшие союзы, то есть дуговые государства. Был участок от станции Киевской до проспекта Мира, так называемая Северная дуга. С ним также была Курская, Таганская и Октябрьская. Потом велись долгие переговоры с остальными станциями кольца, после проведения которых была образована Южная дуга, станции Павелецкая и Добрынинская. Однако было то, что мешало воссоединению этих самых дуг. Станция Комсомольская, захваченная коммунистами с Сокольнической линии. Из-за того, что красные решили поджечь остальные станции революционным огнем, Ганза обзавелась антикоммунистической коалицией, в которую вошли Полис и поддерживающая его Арбатская конфедерация. Были также известны случаи противостояния анархистов и троцкистов. Война была довольно изнурительной для всех сторон, но больше всего для Кольцевой, которая стала беднеть, потому как через ее территорию не проходили караваны и никто с ними не торговал. В результате собрались представители Ганзы, Арбатской конфедерации и Красной линии и заключили мирный договор, в котором разделили те станции, за которые они так долго воевали. Больше всего выгоды от договора получила, естественно, Ганза, кольцо которой соединяет все остальные линии. На момент 2033 года Ганза находится все так же в богатом и влиятельном положении. Через ее станции ведутся регулярные сообщения, ходят грузовые и пассажирские караваны. Ганза придерживается капиталистической идеологии, поэтому главным критерием, по которому руководство оценивает другие фракции, является ее торговый и экономический потенциал. Главной ее наживой является беспощадная пошлина на въезд и выезд с территории кольцевой линии. Ганза экспортирует книги, мясо, шкуры животных. Акриловой краской оттенком ржавые траки от Pacific при помощи губки для мытья посуды я нарисую сколы.
На всех станциях Содружества имеется свободный рынок, самый большой из которых располагается на проспекте Мира Радиальный и занимает всю станцию целиком. Благодаря хорошей прибыли с челноков ганзейские туннели стали самыми надежными и безопасными. Еще один повод для торговцев и простых путников двигаться к месту назначения по кольцу, платя втридорога, но сберегая себе жизни. Ганза поддерживает торговые отношения с большинством организаций метрополитена, экономическое положение которых целиком и полностью зависит от кольца. А теперь за дело берется шейдер. Это жидкая черная акриловая краска. С ее помощью я добавляю объема модели. Слегка крашу нижние поверхности модели, как бы затемняя их. Сейчас стальным цветом просто крашу замки контейнера. Ганза сохранила большое количество довоенных технологий, металлодетекторы, медицинское оборудование и компьютеры. Радиальные станции, которые фактически предоставлены сами себе, ганзейцы используют для своих целей. Так, например, на станции Пролетарская располагается полигон, где зажиточные люди ради развлечения производят отстрел специально отловленных экзотических мутантов, вольеры с которыми находятся на соседнем Волгоградском проспекте. В черный цвет покрашу подфарники, кронштейны зеркал заднего вида, пороги подкрашу в цвет кожи зама сиденья и также черным покрашу руль. Алюминиевым металликом от Pacific покрашу дверные ручки и отражатели у фар, а кожаной краской диваны и кресла в кабине. В качестве идола на Ганзе выступает шотландский экономист Адам Смит, портреты и изречения которого развешаны на большинстве станций кольца. Ганзейская армия является одной из самых сильных в метрополитене, насчитывая около 5000 солдат регулярной армии и 4786 человек особой службы охраны. Все станции кольцевой линии находятся под усиленной охраной. На радиальных охрана выступает скорее ради вида. Ганзейцы могут похвастаться быстрыми перевозками снаряжения, оружием высокого качества и огнеметами. Стражи порядка оснащены оружием высокого класса. При помощи спонжа рисуют сколы краски до ржавого металла. Тут главное не переборщить и делать этот этап покраски поступательно. Тут я показываю, как я делаю свой любимый прием в покраске любой модели. Это смывка. Смывка – это такой прием, когда черной жидкой масляной краской я выделяю углубление и рельеф модели. То есть я как бы заливаю эту краску в углубление и смываю излишки. И поэтому этот прием и называется смывка. Я использую черную готовую от фирмы, какой вы думаете? Pacific. Также черной смывкой прохожусь по синему грузовому контейнеру. Черный цвет смывки я считаю самым универсальным, хоть и в комментариях к некоторым моим предыдущим видео разгорались споры по этому поводу. Теперь я крашу черным уплотнители на стеклах. Крашу я их кистью, и в случае неудачи лишнюю краску безболезненно можно стереть со стеклозубочисткой. Также уплотнители для стекол можно рисовать при помощи маркера или аэрографом при помощи масок и скотча.
После применения матового лака модель стала более блеклой, что в принципе мне и нужно, ведь машина эта старенькая и довольно много времени провела под открытым небом. Заодно такая блеклость дает антураж мира вселенной метро. Потом применяю прием масляные точки, чтобы показать следы воздействия погоды и окружающей среды. Ну и в самом конце красками по стеклу рисую поворотники узела. Все, зелок готов. Таким у меня получился дальнобойщик из мира постапокалипсиса. Как он вам? Да, улучшать эту модель еще есть куда, но нет предела совершенству. Ведь лучшая модель — это еще та, которая не построена. Так что я пошла делать очередную модель. Увидимся в следующем видео. Надеюсь, оно выйдет скоро. Пока-пока.